Всем привет, народ! Сегодня будет у нас обзор на браузерную игру. Эта игра называется Sunflowers Land, что в переводе означает страну подсолнухов, да, что-то такое, типа Sunflowers это у нас подсолнух, и Land это страна, что-то типа того. В чем заключается эта игра? У нас здесь есть небольшая ферма, которую мы с вами развиваем, торгуем разными товарами. Эти товары мы производим, добываем определенные ресурсы, и вся эта игра у нас завязана на внутриигровом токене, который, если я не ошибаюсь, сейчас работает на двух системах. Это Polygon и Ronin. Ronin новую сеть они ввели, так что там тоже она, скорее всего, уже работает. Тут мы с вами не зарабатываем никаких аирдропов, но фармим токен и можем на нем зарабатывать денежку. Довольно-таки неплохая альтернатива нашим телеграм-ботам, которые, к сожалению, нас огорчают с каждым днем все больше и больше. Последние листинги Zoo и Memhash говорят о том, что пора выходить из всей этой тоновской помойки и начинать заниматься какими-то другими интересными игрушечками, в которые можно проводить время. Возможно, даже буду в скором будущем стримить такие игры, так что присоединяйтесь ко мне. А мой вам совет: не заходите в подобные проекты, не тратьте вы свое время. Живите лучше полной жизнью и не выносите сюда донаты, чтобы не разочаровываться потом во всем этом. Ну и давайте переходить, делать обзорчик на Sunflowers Land. Здесь у нас есть вот такой остров, это их официальный сайт. О чем они здесь говорят: что развивайте свою ферму, открывайте для себя NFT, исследуйте, торгуйте, присоединяйтесь к крупнейшему в мире сельскохозяйственной экономики Web3. Что мы можем сделать здесь? Развивать ферму, рыбачить, добывать ресурсы и тому подобное. Присоединяйтесь к процветающему сообществу из более чем 300 тысяч фермеров, деревенщин и коллекционеров. Пользуются доверием и отмечены ведущими проектами Web3, такие как Polygon, Crypto.com, OKX Wallet, CoinDesk и Bloomberg. Вот, примерно так это все у нас выглядит. Это их официальный сайт. Если что, я ссылочки все оставлю в описании, в закрепленных комментариях. Можете перейти и изучить на сайте всю эту информацию. Это у нас австралийский блокчейн-стартап года. То есть, получается, разработчики у нас из Австралии. Но давайте переходить именно в саму игру и посмотрим, что же у нас там есть. Все-таки это у нас обзорчик. Переходим в саму игру. Это у нас вот такой вот остров, который мы с вами развиваем. Помимо острова у нас есть здесь целая вот планетка наша, территории, которые открываются нам с достижением уровня нашего героя. И давайте будем идти по порядку. Вот такой вот у нас менюшечка. Потом обсудим, что мы здесь делаем на нашем острове. Давайте я соберу подсолнухи свои. И вот вкратце, что мы здесь делаем: изначально сажаем сельскохозяйственные культуры, потом у нас открываются дополнительные еще разные штучки. Видите, вот здесь у нас плавают в море наши друзья, и с увеличением уровня мы будем открывать и расширять наши территории, и будут добавляться новые функции. Изначально это вот пока у нас все, что мы можем делать, это сажать культуры и готовить из них еду. Культуры мы сажаем при помощи семян, которые покупаем. Немножко сделал, а то экранчик у нас тут поджирает. Из семян, которые мы покупаем, и эти семена мы сажаем, продаем культуры, зарабатываем денежку и тому подобное. То есть вот так у нас осуществляются посадки. Эти, к сожалению, у меня закрыты. Нужно мне построить колодец. Давайте будем идти по ходу дела и буду все объяснять. Вот в этом углу у нас левом верхнем здесь содержится информация о персонаже, наш уровень, экспуху, опыт мы с вами зарабатываем, кормя нашего героя. То есть мы из наших культур производим какую-то либо продукцию, еду готовим, и этой едой кормим нашего героя, и он получает за это экспушечку нашу, опыт, и тем самым увеличивает уровень. Также есть репутация. Повысьте свою репутацию, чтобы разблокировать больше функций Web3. Также здесь есть экипировка. Мы здесь можем скинчик поменять нашего героя, основной фон, то есть вот у меня один цвет, грубо говоря, кожи нашего персонажа, его вещи. Это, образно говоря, визуальный эффект нашего героя. Есть еще дополнительные, но их вот у меня еще пока нету.
То есть что-то в виде скинов здесь существует. Также есть у нас скиллы. Я вот уже тратил, а скиллы мы получаем с повышением уровня и можем их тратить на что-либо. Скиллы нам помогают увеличивать производительность там, и тому подобное. Вкратце вот покажу, допустим, образно на первом уровне у нас есть здесь наши сельскохозяйственные культуры, рыба, готовка, добыча, майнинг, ну 3 с добычей деревьев, то есть древесины, майнинг и компост. То есть, если мы перейдем, допустим, в культуры, вот у меня 2 уже прокачанных, ну и выберем, вот, допустим, первый навык, время роста урожая на участке минус 5%. То есть, давайте приобретем такой навык. Все, получить навык, и теперь у нас на 5% быстрее добывается, ну, растут наши культуры. По основному меню персонажа нашего примерно так. В нижнем левом углу у нас есть 3 иконочки. Первая иконочка — это обмен. Это, грубо говоря, marketplace, в котором мы можем продавать и покупать за внутриигровой вот этот токен. Получается какие-то либо скины, вещи и тому подобное. Вот здесь есть у нас то, что в тренде, есть усиление, допустим, вот такой вот петушочек, да, он делает что? Корм куриц минус 10%, то есть дешевле на 10% корм куриц, и стоит это 5,3 токена SFL, то есть Sunflower Land. И если мы перейдем с вами на CoinGecko, то токен Sunflower Land сейчас SFL торгуется в районе 14 центов, ну в 15 округлим, в районе 15 центов стоимость этого токена. Ну, то есть, если вот уже поменялся, другой петушочек появился, который тоже время производства уменьшает. Ну, то есть, образно говоря, 5 токенов SFL, это у нас приблизительно 75 центов. То есть, не такие дорогие вот здесь эти бонусы получается. Также здесь есть предметы и одежда. Одежда — это вот нашего с вами персонажа, который вот я и показывал, да, здесь мы можем ее покупать, и она дополнительно нам дает тоже какие-то усиления. Далее здесь есть ресурсы, которые мы тоже можем покупать за токен Sunflower Lens. И его же здесь мы можем и также продавать за токен SFL, получается, на этом рынке. Вот здесь на этом система и построена, что здесь на рынке мы можем продавать и покупать определенные ресурсы. Все это связано с внутриигровым токеном, тем самым мы можем, ну, образно говоря, зарабатывать. И так вот здесь есть такие вот многообразные улучшения, которые мы можем приобретать на этой торговой площадке. Идем далее. Под этим торговой площадкой у нас есть иконочка. Здесь у нас основные задания, кодекс игры. В первой вкладке здесь это у нас в городе наши персонажи, которые нам дают тут задания. Вот, допустим, видите, нужно собрать подсолнухов 20 штучек и нужно собрать и 5 ревеня. Ревень есть такое растение, да, кто не знает, ну, есть оно такое растение. И вот, выполняя это задание, мы отправляемся в город, отдаем нашему персонажу вот эти вот сельскохозяйственные культуры, и он, соответственно, нам дает золотые монетки. Золотые монетки — это внутриигровая валюта, не токен, именно валюта, за которую мы здесь строим здания, приобретаем семена и тому подобное. И также мы, соответственно, все продаем за эти внутриигровые монеточки. В город мы перейдем позже и продемонстрирую, как это все там происходит. Последующая вкладка, третья, это у нас наш основной мир, в котором мы вот находимся. Здесь вот наш дом, наш остров, на котором мы все добываем. С 4 уровня открывается новая локация, с 5 уровня еще одна, с 6, 7 и так далее. До 30 уровня у нас здесь открывается вот такая вот типа вулкан, наверное, что типа такого. Эти локации открываются с повышением уровня нашего персонажа. Идем далее. По правой стороне вверху у нас здесь баланс наших вот этих монеток, которые мы можем тоже тут приобретать. Также здесь есть гемы. Гемы, бриллианты, которые мы тоже можем приобретать. Покупки здесь осуществляются либо через карту, но карта — это MasterCard, Visa, да, либо путем транзакции криптовалюты, то есть за USDT-шечку. Давайте перейдем, покажу. В сети Matic, то есть в полигоне, мы приобретаем это все дело. Но у меня почему-то пока не получается. Из кошельков что у нас здесь есть? Phantom, MetaMask, Ronin и другие кошельки. То есть у меня здесь Phantom подключен, но почему-то я вот нажимаю, оно у меня подключение очень долго вот так грузится, и не могу я почему-то приобрести. Разберусь потом, почему, по какой причине, может, переключу кошелек. Подключим пока Phantom. Идем далее.
Монеты мы здесь, ну давайте вот раз мы сюда перешли, будем здесь смотреть. Здесь мы можем приобретать за USDT-шечку, ну USD за доллары, либо за USDT-шечку, приобретать вот эти гемы. Для чего нужны нам гемы? Здесь также мы можем за внутриигровой токен, вот этот SFL, приобретать вот эти золотые монетки. И гемы здесь нужны для того, чтобы приобретать VIP-статусы на месяц, на 3 месяца и на 2 года. Соответственно, что нам дают VIP-статусы? Ежемесячная раздача, во-первых, увеличение опыта на 10%, выстраивание рецептов в очереди в кулинарных зданиях. Ну, то есть мы можем делать очередь. Без VIP не можем. Скидка на акции Stella SFL. Доставка бонусов и вознаграждений за выполнение заданий. 600 очков репутации. Бонусы, конкурсные баллы, бонусные конкурсные баллы и многое другое. Рост урожая в вид персон в условиях ветров. Ну, переменных ветров, плюс 0,25 новых культур. Здесь у нас есть сезоны. Сезон летний, весенний, осенний, зимний. И в каждом сезоне выращиваются разные культуры. То есть, если культура у нас в зимний сезон не растет, мы ее здесь не сможем выращивать. На первом вот этом нашем острове здесь у нас всегда весна. Это весенний у нас пока весенний, грубо говоря, остров. Идем далее. Вот у нас баланс наших токенов, получается, SFL. Это у нас рука, на которой мы можем вот управлять нашим городом, то есть перемещать здесь предметы, выстраивать как нам удобно. В принципе, это нужно, да, чтобы, вот, например, ресурсы такие, как дерево, деревья, да, и камни там убрать куда-то в одно место, чтобы они не мешались, а вот наши грядочки выставить под нашего пугала. По пугале тоже расскажу попозже. Здесь у нас также есть наш инвентарь, ну, корзинка наша, и есть сундук. В сундуке у нас здесь есть усиления, которые копятся. Мы его получаем там за разные выполнения разных заданий и тому подобное. И время прироста урожая, готовки, восстановления минералов, на 50% длится 2 часа. Вот у меня есть такой усилитель. И здесь у нас есть корзинка, где есть наши семена, растения, которые мы собрали, ресурсы и купоны, ну, гемы наши. Выбрав в корзинке, допустим, вот семена подсолнуха, да, я выбрал. Они у меня здесь появляются в быстром окне, то есть я здесь могу ставить, что мне в данный момент нужно делать. Либо сажать семена, либо топорик, это вот рубить деревья наши. Также кирка нужна для того, чтобы добывать камни, золото, бронзу и тому подобное. Идем далее. Внизу у нас здесь есть сохранялочка, но она делает это автоматически. Каждое там определенное количество времени он сам автоматически сохраняет ваш вот этот вот прогресс. И есть настройки. В настройках мы здесь можем убирать время. Ну вот если мы посадим сейчас подсолнух, у нас показывает, что здесь 38 секунд. Здесь мы можем это убирать, чтобы оно нам не мешалось, если оно вас смущает. По менюшкам пока все. В город перейдем, покажу более подробно. Итак, на нашем острове здесь, ну, позже появится у вас, когда будете открывать локации вот таким путем расширения. Вот что для расширения нужно, допустим, переходим и нам здесь пишут, для расширения, это будет длиться 30 минут расширения, нужно нам 5 камня и железо одно. И необходим 5 уровень, чтобы сделать это расширение. У меня сейчас 3 пока. Вот, переходим по всем нашим домикам, которые существуют на нашем острове. Во-первых, грядки. На грядках мы сажаем наши сельскохозяйственные культуры. Пока как рыбалка проходит, я не могу вам сказать. Это вот пока первоначальный обзорчик, только вот нашел игрушечку, зашел, начал сам только играть. Вот, рыбалка пока у нас заблокирована. Она у нас на 5 уровне открывается, получается. И по нашим домикам на нашем острове. Первый — это наша кухня. На кухне мы готовим блюда. Блюда бывают разные. Допустим, вот паста у нас, потейто, да, картофельное пюре. Оно готовится из картофеля, нужно 8 картофеля. Время приготовления 30 секунд, дает она 3 XP-шечки, 3 опыта нам. Также вот есть здесь, допустим, из нашего вот этого ревеня или ревня, как правильно будет, поправьте меня, приготовить вот такое блюдо. Давайте нажму, пускай готовится. Покажу, за гемчики можно ускорить мгновенно произвести. Вы видите, здесь есть кнопка «Добавить в очередь». Вот когда мы ее нажимаем, для этого нужен VIP-статус, чтобы 4 рецепта одновременно могли в очереди стоять. Ну и нам реже нужно было бы сюда заходить. Идем далее. Вот получается наша девушка, которая нам продает семена различных растений. И здесь мы можем продавать эти растения в обратную сторону. То есть, ну, грубо говоря, вот одно семечко подсолнуха стоит
Давайте возьмем золотые монеты как за доллар, да, ну, чтобы можно было не говорить эти 3,06 там или тому подобное. Вот 1 цент образно стоит у нас семечко подсолнуха, а на продаже 2 цента стоит у нас подсолнух. Ну, то есть x2 вы зарабатываете. И гайд у нас есть по нашим культурам. Вот смотрите, допустим, у нас подсолнух наш, сколько нам дает денежков и сколько он у нас производится. И сезоны весенний, в летний сезон мы можем выращивать наши подсолнухи, в летний, осенний, зимний мы можем картошечку, ревень наш мы только в весенний можем, в осенний мы только можем выращивать тыковки и тому подобное. Итак, когда мы купили с вами наши растения, мы их сажаем здесь на грядочку. И они, вот бывает, видите, бонусы выпадают, когда у нас мы собираем один подсолнух, и рандомно выпадает, что вместо одного мы собираем целых 2 подсолнуха с одной семечки. И смотрите, время. Вот подсолнух выращивается минуту, но если я сейчас щелкну, у меня это 39 секунд. Почему? Почему у меня быстрее производится? И скажу сразу, то есть, чем выше уровень растений, вот смотрите, чем выше уровень растений, тем они дольше производятся. Дороже стоят, но и дольше производятся. То есть на начальных уровнях это вот минутка, а потом это час, два, три, там, вплоть до дня, допустим, образно. То есть пореже можно заходить, не сидеть постоянно в этой игрушке. И вот смотрите, у нас произвелся наш, получается, из ревня супчик. И вот смотрите, из ревня суп, он дает нам 5 экспешечек наших для нашего героя. А вот мы... Получается, герою тем самым увеличиваем уровень. Вот он у нас тусуется, у него тут палаточка, домик его. И переходим на нашего персонажа, следующий домик. И вот здесь кормить его один раз, 5 экспишечки нам дает. Все. Покормили, еды нету, и вот экспишечка у нас увеличилась. Вот тем самым мы повышаем уровень нашего героя. И третий здесь еще домик есть. Это наш дедок, который нам помогает производить инструменты. Из инструментов у нас есть топор, которым мы рубим деревья, есть обычная кирка, которым мы добываем камень, есть железная кирка для добычи железа, есть вот тут, получается, серебряная, наверное, для золота добычи и для добычи сантоуна и кремстоуна, ну, то есть каких-то мега-мега ресурсов получается. Также мы здесь удочку для рыбалки можем делать. Вот здесь что-то закрытое, это бур для добычи масла. Есть еще у нас перчатка, домашние животные, используйте это, чтобы выразить привязанность к своим животным. То есть, ну, скорее всего, их гладить нужно, и для этого, и после этого они нам, может, там будут давать яички, пока еще до этого не дошел. И есть также у нас щетка для животных, используйте, чтобы выразить привязанность. И вот такой вот мистический бокс. Играет музыка для животных, используйте это, чтобы выразить привязанность к вашим животным. Все. Также здесь можно создавать, получается, пугал, всякие плюшечки, дополнительные тотемчики и тому подобное. Они дают нам усиление. Вот смотрите, пугало, оно уменьшает на 30% рост растений и действует на области изначально в 3 на 3 клетки. Но у меня, так как персонажу я вкачивал скиллы вот здесь на пугало, да, то у меня дает 7 на 7 клеточек. То есть, если мы перейдем с вами в перчаточку, видите, это синяя область, это насколько действует наше пугало. И то есть, вот все эти грядочки, они теперь на 30% быстрее производят все наши ресурсы. Без этого эта клеточка 3 на 3. Ну, вот образно такая вот. Скиллом я это увеличил. И также здесь мы можем строить постройки. Вот нужен колодец, растениям нужна вода. Он стоит 100 золота, но у меня пока нету этих денег. Все, вот наши деревья, их мы рубим, денег нету, я бы сейчас показал, ну там 3 клика, срубается дерево, 3 раза ударили, добывается камень. После того, как мы срубили, у дерева и у камня есть восстановление по времени, то есть, по-моему, в районе часа с чем-то восстанавливается дерево, и не помню сколько там, ну тоже в районе часа с чем-то восстанавливаются у нас камешки, то есть бесконечно мы не можем это добывать. И переходим в самое главное, что у нас здесь есть, это еще наш город. Получается, переходим сюда. Можно через вот такого вот чувачка в лодочке это сделать. Он нам помогает переместиться в город. Погнали. Либо мы можем через задание зайти и вот выбрать, допустим, задание, которое нам нужно было выполнить. Это собрать 20 подсолнухов и собрать 5 ревня. И отправляемся в Неа Плаза. Тут мы появляемся в городе, и как видите, здесь вот все это живые люди.
живые персонажи, то есть вот они никнеймы, то есть все здесь бегают и занимаются своими делами в этом городе. В этом городе есть NPC, которые нам дают те самые задания. Но пока я ничего не могу еще сделать, потому что я маленького уровня. Единственное, у меня здесь открыты, кто со мной может беседовать, это вот два вот этих вот чувачка. Один вот он, здесь мы сдаем ему задание, вот нужно добыть 5 камня, за это мы получим 388 золотых монет. И есть Бетти, получается. Если мы к нему подойдем, вот у нас было задание с подсолнухами, и за это получим 85,8 золотых монеточек. Нажимаем «Доставить». Задание выполнено, завершено. Огромное спасибо. Мы получили 3... И вот сундучок в награду. Ну, несколько заданий надо было выполнить, и сундучок нам выпадает. Я ценю твое внимание, вот тебе кое-что, знак моей благодарности. Дает нам один ключ. Волшебный ключ позволяет разблокировать основной сундук, расположенный на площади рядом с Тайвином. И вот персонаж Тайвин, вот возле него находится сундучок. Нажимаем, ключик у нас есть, открываем. Получили. Вау, 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 сколько мне всего насыпает-то. Смотрите, смотрите. Круто, круто, круто. И XP-шечки дали мне даже 250. Продолжить. Баночка это добавляет. XP-шечки 250. Здесь есть чат, где мы можем общаться, получается, с такими же игроками, как и мы. И когда мы выполнили задание, появляется у нас следующее задание. Здесь нам нужно добыть 35 подсолнухов, у меня есть, кстати, и ревня 10. Идем обратно к нашему Бетти или нашей Бетти, кто это, девочка, мальчик. Доставляем. Все, задание завершено. Замечательно. То есть теперь у него будет новое задание, более сложное. Все, мы его выполнили. Вот. Теперь нам нужно подсолнухов 150 штучек ему, грубо говоря, нафармить. Идем обратно. В город можно возвращаться, либо нажав на планетку. Сюда нажимаем на город и перемещаемся, ну, на дом наш. Либо спускаемся вниз на верфь сюда и нажимаем домой. Все, отправляемся в наш дом. Вот так примерно происходит выполнение всех заданий. В городе этих персонажей много. С увеличением уровня мы, получается, открываем новые персонажи, новые задания и тому подобное. Также здесь еще есть по заданиям, это вот срубить там столько-то деревьев, стандартные ежедневные хлопоты, да, там собрать морковочки и тому подобное. С рыбалкой у нас здесь есть, то есть добыть рыбок, видите, все пооткрывать, какие-то классные рыбки, но пока у меня рыбки закрыты. И также по растениям, по цветам точнее, выращивать цветы разные и получаем тут тоже награды. Соревнование закончилось, тут еще есть соревнования. Вот примерно так это выглядит. То есть игра такая, ну, незамысловатая. На первых порах придется помучиться, позаходить, пособирать вот эти подсолнухи, выполнять задания. Но потом в последующем, да, допустим, давайте перейдем в покупки. Вот виноград у нас 12 часов он выращивается, да, нужен 40 уровень. И то есть нам потом раз там в 2 дня заходить, а вот есть день и 8 часов, да, там, оливки, допустим, у нас там почти 2 дня. То есть можно высадить все оливками и через 2 дня только зайти, все собрать и продолжать играть. Вот такая вот незамысловатая игра. В принципе, я люблю очень фермы, тем более здесь не нужно активности, там, бегать куда-то, что-то делать. Фермочки я очень люблю, игра замечательная, мне она понравилась. Я буду играть по мере того, как я буду развиваться, что-то новое открывать, буду снимать видосики. А вы пишите в комментариях, интересна игрушечка или нет. Реферальных здесь нету никаких систем, то есть ссылочки, которые я вам оставлю, можете по ним переходить. Бонусов я за это никаких не получаю. Просто вот для вашего удовольствия можно попробовать поиграть. Игра просто, в принципе, интересная, и потратить на нее время, я, по крайней мере, свое хочу потратить свое время, поиграть в нее, посмотреть вообще, что здесь происходит. Пишите в комментариях ваши мысли по поводу этой игры, хотите попробовать или нет. Все ссылочки будут в описании, если что. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.